GTA Online глазами новичка. Новичка? Новичка? Хватит! Олд на месте. В этом видео я не буду рассказывать, как играется сейчас, я расскажу, как играется именно со стороны олдового олда, старичка, ветерана игры, а не олдового позера, что заходит с релиза от обновления к обновлению. С момента релиза игры прошло очень много времени, поэтому большинство олдов можно считать уже пенсионерами, а так как мы уже старенькие, то помимо ежедневной прокрутки колеса в казино, мы ездим собирать свою пенсию с наших бизнесов. Почему мы все еще играем в GTA Online? Там куча фарма, неужели нам весело? И да, и нет, просто мы играем в игры, чтобы играть, получать удовольствие, и нам особо не важен результат. Мы можем позволить себе даже играть по 9 лунок в гольф, при любой погоде и в полном составе. Да-да, играть в GTA Online лучше не одному. Если вы новичок, то как минимум один друг приветствуется, а если уже более-менее средний игрок, то лучше 2 и даже 3. Любители классических ограблений и заданий знакомых шарят, ведь только одно из 10 пати-рандомов проходит эти задания или ограбления. Остальные либо АФК, либо совсем не умеют играть, или вообще того хуже мешают выполнять задания. Если у вас есть проблемы с поиском игроков, то можете воспользоваться чатом в нашей группе. По крайней мере на ПК и консоли PlayStation тиммейта найти там реально. А ссылка на нее в описании. Продолжая тему игроков GTA Online, то старички либо играют в свободном режиме, либо уже сидят онли в закрытых сессиях. Зависит от их настроя на конфликтные ситуации со всякими представителями фримода. Лично я предпочитаю сидеть в закрытых сессиях, особенно с обновлением криминальные предприятия. Мои появления в открытой сессии снизились до нескольких процентов. Раньше туда заходил только продать товар и до сессию боговал только при особо крупных партиях сбыта. Вот такой вот я лентяй. Для средних и малых пользовался адреналином, который получаешь при увороте от ракет, тогда не по фикшену опрессор МК-2 и разрывного штурма пуль от лазера, так что скилл у меня имеется. Чем же еще любят заниматься олдовые игроки? Фаном, прохождением заданий просто так и даже с отыгрыванием РП, игрой в прятки, про них у вас сейчас должна была выскочить подсказка на мой ролик, где подробно все рассказывается. Также любим в очередной раз что-нибудь протестить в GTA, наверное перебор подсказок для видео, но это еще не конец, выпендриваемся тюнингом, кто модерским, то просто чувством своего вкуса. Лично у меня модерских машин по пальцам посчитать можно. Также меряемся количеством шмоток. Опять-таки, кто-то любит модерские костюмы, а у кого-то просто куча редких шмоток, которые Rockstar выдавали на ранних этапах игры или за какие-то челленджи. Или вообще, если Next Gen, это за GTA Plus выдавали. Обзор на эту подписку опять-таки есть у меня на канале. Задания опять-таки стараемся проходить без всех этих футуристичных транспортов, а просто на том, что нравится, одеваясь достаточно тематически и подходящим при этом к машине, ведь со временем приходит и опыт, и скилл. Поэтому, как старые игроки, знаем много хитростей и секретов GTA, но думаю, вы тоже можете знать их немало. В конце концов, напишите, каким игроком считаете себя вы: настоящий олд, олдовый позер, просто позер, новичок, среднячок, грифер, фармер, или придумайте еще кого-нибудь себе по гендеру. Классно придумал, да? Выкрутился под современные тенденции и реалии. Еще хотелось бы добавить, но тут уже фактор не столько присущ прям олдам, но лишь к некоторым игрокам. Обожаю делать различные косплеи, тематические фотосессии и просто кататься по карте. Узнали себя? В конце концов, если не брать автосимуляторы и различные гоночные игры, то, как по мне, в GTA лучшее управление автомобилями. Уже не помню, говорил я про выбивание наград или нет, но олды стараются собрать их все по мере возможности. К примеру, на 100% достижений GTA на PlayStation я вышел несколько лет назад. Это вам и режим режиссера, и различный ГПМ. В общем, игра обретает некий смысл и чувство челленджа. Думаю, количество подсказок и в целом моя подача дали вам нужные намеки, поэтому делайте выбор сами. Подписаться, поставить лайк и так далее. Ну а я не прощаюсь. Увидимся на улицах Лос-Сантоса.